Приветствуем вас, дорогие друзья! С вами канал «Мудрый путеводитель», где мы раскрываем самые интересные тайны народных примет и традиций. Сегодня мы погрузимся в увлекательную историю о том, почему нельзя свистеть в доме. Эта древняя примета имеет невероятно глубокие корни, и то, что вы узнаете сегодня, может серьезно удивить вас. Устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Почему нельзя свистеть в доме? Древняя тайна, которая шокирует каждого. Вы не поверите, что скрывается за этой приметой. Каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось слышать от старших строгое предупреждение: не свисти в доме, денег не будет. Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда взялась эта загадочная примета? Приготовьтесь, то, что вы сейчас узнаете, может полностью перевернуть ваше представление об этом древнем поверье. Интересный факт: согласно исследованиям этнографов, запрет на свист в помещении существует не только в славянской культуре, но и у многих других народов мира, от северных народов до жителей Южной Америки. История этой приметы уходит корнями в глубокую древность, когда наши предки жили в постоянном взаимодействии с природными силами и верили в их магическое влияние на повседневную жизнь. Но самое интересное начинается именно здесь. Древняя легенда о свисте и ветре. По одной из самых захватывающих версий, наши предки верили, что свист – это язык общения с ветром и природными духами. Они считали, что свистом можно призвать ветер, и это не просто суеверие. В некоторых морских культурах до сих пор существует традиция свистеть для вызова ветра во время штиля. Свист – это древний язык, на котором человек говорил с природными силами. Но как любой язык, он требовал уважения и правильного использования, отмечает известный этнограф в своих исследованиях. Почему же свист связали с деньгами? А вот здесь начинается самое интересное. Связь между свистом и деньгами появилась намного позже, и эта история по-настоящему увлекательна. Люди верили, что в каждом доме живут домовые, хранители домашнего очага и благополучия. Эти существа, согласно поверьям, не выносили свиста, который мог их разозлить или даже прогнать из дома. Важно знать, домовой считался хранителем не только дома, но и всего имущества семьи, включая деньги. Рассердив его свистом, человек рисковал лишиться его покровительства и, как следствие, материального благополучия. Поразительно, но запрет на свист в помещении существует у многих народов мира. Например, в Китае считается, что свист в доме привлекает змей. Японцы верят, что свист ночью призывает злых духов. В Монголии свист в юрте считается оскорблением духов предков. У народов Крайнего Севера существует поверье, что свист в помещении может вызвать снежную бурю. Научное объяснение. Современные исследователи предлагают несколько рациональных объяснений появления этой приметы. Акустические особенности. Свист в закрытом помещении может создавать неприятные резонансные колебания. Психологический аспект. Свист часто ассоциируется с праздностью и отсутствием работы. Исторический контекст. В старину свист использовался разбойниками как способ подачи сигналов. Научный факт. Исследования показывают, что громкий свист может достигать 130 дБ, это сравнимо с шумом реактивного двигателя. Загадочный мир древних ритуалов. Представьте себе, глубокая ночь, в старинном доме горит одинокая свеча, а мудрая знахарка проводит таинственный обряд очищения после того, как кто-то нарушил запрет на свист. В руках у нее специальные травы, а в воздухе витает аромат полыни и шалфея. И именно так наши предки боролись с последствиями нарушения древнего запрета. Древние обряды защиты дома. В старину существовали уникальные способы защиты жилища от негативного влияния свиста. Развешивание специальных оберегов из природных материалов.
окуривание помещений священными травами, начертание защитных символов над входной дверью, произнесение особых заговоров в полнолуние. Практические советы. Если вы все же не можете удержаться от свиста, вот несколько современных рекомендаций. Свистите на улице или в специально отведенных местах. Если необходимо практиковать свист, например, музыкантам, делайте это в помещениях, предназначенных для репетиций. Уважайте чувства окружающих, особенно старшего поколения. Современный взгляд. Даже если вы не верите в приметы, помните, что громкий свист может быть просто неприятен окружающим и нарушать их покой. Удивительно, как древняя примета о свисте продолжает жить в современном мире. Независимо от того, верите вы в нее или нет, история этого поверья демонстрирует глубокую связь человека с традициями предков и природными силами. Возможно, в нашем технологичном мире иногда стоит прислушаться к мудрости прошлых поколений. Традиции и приметы – это не просто суеверия, это зашифрованный опыт наших предков, который иногда находит неожиданные подтверждения в современной науке, говорит современный культуролог. И помните, если вы хотите сохранить благополучие в доме, возможно, стоит воздержаться от свиста в помещении. Кто знает, может быть, наши предки действительно знали что-то такое, что нам еще предстоит понять. Дорогие друзья, на этом наше путешествие в мир древних традиций подходит к концу. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал «Мудрый путеводитель». Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски о самых интересных народных приметах и их истории. А в комментариях поделитесь, соблюдаете ли вы эту примету. Какие еще народные поверья вы знаете и хотели бы услышать их историю? До новых встреч в мире удивительных открытий!